Слава андерграунду, с вами Таз. Изначально я не хотел делать видео на эту тему, я не новостной блогер, но реакция людей и несколько деталей превратили обычный пост с разбором в этот видеоролик. Короче, на недавней презентации PlayStation, которую я не смотрел, потому что спал, я должен был выспаться перед защитой Курсача и двух лап, неожиданно появились Финджи и The Glory Society, далее TGS, с трейлером игры Revenant Hill. Если вы давно подписаны на мой паблик ВКонтакте, то, возможно, видели, как я постил из Твиттера посты TGS, где они искали разного рода разработчиков видеоигр. Если не помните или не знаете, TGS — это переработанная команда Infinite Fall. После смерти Алика Холоуки, к которому мы еще вернемся, оставшиеся разработчики, а именно Скотт Бенсон и Беттани Хокенберри, создали новую компанию разработчиков. Сейчас туда уже входит куда больше двух людей, прям полноценная команда. Уже далеком в 2020 году TGS постили небольшой тизер их новой игры, и ей оказался как раз Revenant Hill. Действие игры происходит в 1919 году в Нижнем Севере. Мы будем играть за кота по имени Твикс. После того, как сгорел сарай, в котором он жил, кот Твикс поселяется в мокром бревне возле заброшенного кладбища. Когда сова соседнего холма начинает требовать арендную плату, Твикс вынужден искать способ свести концы с концами, и дальше все становится только сложнее. Времена трудные, сводить концы с концами еще труднее, а мир не останавливается на краю кладбища. Что-то большое и темное творится в городах, на заводах, в лесах и на холмах. Рано или поздно кому-то придется дать отпор. Это был, если что, перевод описания игры. Итак, что же нам обещают по геймплею? Выращивайте сельскохозяйственные культуры, чтобы продвинуться по сюжету. Продавайте или используйте урожай для собственных нужд. Заводите друзей и врагов. Посетите дальние земли. Научитесь писать и вести записи в своем дневнике. Игра должна выйти на PlayStation 4, 5 и даже в Steam. Даты релиза пока нет, только анонс. В трейлере нам показали не так много, он напоминает первый анонсирующий трейлер Night in the Woods, потому как демонстрирует лишь общую структуру игры без какого-либо геймплея, то есть просто хорошая анимация. С геймплея есть лишь только несколько скриншотов. Финджи много раз отвечала игрокам, что новая игра The Glory Society не связана с Night in the Woods, но в трейлере можно заметить много схожих деталей. Рисовку мы не считаем, потому что это общий стиль Скотта Бенсона, он с ним уже очень давно. В самом начале мы можем увидеть статую святого Рубелла, которая стоит напротив церкви в Нитв. В геймплее нам обещают также дать возможность делать записи в дневник, как это делала Мэй. Напоминаю, что Possum Springs был основан в 1795 году, так что, возможно, мы там тоже сможем побывать. В трейлере также были показаны люди, скелеты, антропоморфные животные, обычные животные, причем наш кот или кошка Твикс умеет разговаривать или, по крайней мере, мыслить, судя по одному из скриншотов. Но, что я считаю самым главным, взгляните на первый трейлер Night in the Woods. Обратите внимание на одежду прохожих. Вам не кажется, что она слишком старая по сравнению с той, что мы имеем? И я думаю, что изначально действия Нитв должны были тоже происходить в 20 веке, но потом от этой концепции отказались. И в итоге сейчас Скотт Бенсон хочет реализовать то, чего не смог реализовать в самом начале разработки Нитв. В трейлере прослеживается очень много мотивов индустриализации, рабочих бунтов, и в очередной раз это будет жесткая критика капитализма. Судя по всему, бегая за Твикс, мы будем наблюдать, как в разных частях мира происходит капиталистическое вмешательство. Оригинальная Нитв тоже была пропитана критикой капитализма, плюс шахтерские бунты также присутствовали. Так что такие мои идеи. Думаю, Бенсон реализовывает переработанную изначальную идею Нитв. К слову, делается игра с помощью того же инструмента Yarn Spinner, так что по ходу игра даже по ощущениям будет крайне похожа на Night in the Woods, но не будет являться ее продолжением. Теперь хочу немного поговорить с теми людьми, которые говорят: Холоуки нет, уже не то, или идут они нахрен после Холоуки. Ребят, это новая игра, созданная новой командой разработчиков. Ну, я тогда в Starfield играть не буду, потому что его не Холоука разрабатывал. В Ultra Kill играть не буду, там Холоуки нет. В другие проекты Финджи, Туник и Чикари тогда тоже можно не играть, если в разработке не участвует Алик Холоука. Я не спорю, что у него был свой шарм, что он внес в игровую индустрию свою идею. Но это не означает, что нужно теперь забивать на другие игры, где его нет. Я считаю это глупым. А по поводу «они его убили», специально для того, чтобы этот тейк развеять, я создал большой видеоролик про историю Алика. По итогу моего псевдорасследования в очередной раз оказалось, что ситуация была неоднозначная. И кто бы какую точку зрения ни занимал в этом конфликте, искать виноватых, уж тем более сейчас, просто бессмысленно. Мы не можем знать правды, аргументы работают за и против всех трех сторон конфликта. Алик имел беды с башкой, о чем сам высказывался, у Зои было много конфликтных ситуаций, Скотт рассказывал о своем плачевном опыте работы с Холоукой, так что прошу, остановитесь агриться на разработчиков и посмотрите мой видеоролик на эту тему, чтобы окончательно развеять эту глупую константу. Revenant Hill не является Night in the Woods 2, но может к ней отсылаться или создать новую интересную вселенную с похожим геймплеем. Финджи просто издатель, стилистика игры такая же, потому что Бенсон все время так рисовал. Холоука не единственный разработчик Нитв, уясните это, пожалуйста.
Я жду эту игру и надеюсь, что она также попадет в мое сердце.